Добрый день, наши дорогие зрители. И мы снова в эфире и продолжаем обзор наших сделок, наших мыслей по рынку и вообще обмениваемся мнениями. Наш инопланетный гость рассказывает о своей торговле на монете Link. Я, когда торгую, рассказываю о тех монетах, которыми я торгую. Ну и в целом делимся своими мыслями по рынку, какими-то перспективами и вообще стараемся дать вам максимум полезности. А чтобы не пропускать наши видео, вы можете нажать на колокольчик, естественно, подписавшись на нас, чтобы не пропускать наши видео. Ну и пишите ваши вопросы, чтобы нам было понятно, что вам интересно и чем бы мы еще, кроме наших рассуждений о наших сделках, могли бы с вами поделиться. Сегодня у нас 68-й день, понедельник, 23.06.2025. Все делаем онлайн. Пытаемся быстро обработать и выложить для того, чтобы вы тоже могли посмотреть, прислушаться. Но ни в коем случае не советуем повторять за нами, ни в коем случае это не финансовая рекомендация. Ну и вот что произошло за воскресенье, за субботу. В субботу мы еще делали обзор рынка, можете пересмотреть и задать нам вопросы. А вот в воскресенье мне удалось сделать чуть ли не 20 сделок, да, в основном в этом районе. Я все время заходил в шорт, торговал монету Link, ну и добился 2.30 за субботу вот таких вот результатов. Сделал 1.79 к своему депозиту. Сегодня закрыл ту сделку, которая у меня была открыта утром. Тоже была шортовая сделка. Заходил я достаточно низко. У меня был точка входа 11.850. И сегодня, когда цена коснулась отметки где-то тоже 11, даже чуть ниже она дошла, я ее, перестраховавшись, закрыл по стопу в плюс, в небольшой, то есть 0.17 долларов. Это была 311 сделка в шорт. Думал, что рынок пойдет опять в шорт, да, и зашел в районе 11.850 и жду отработки вот этого сетапа. RSI у нас в верхней позиции. Надеюсь, что рынок продолжит падение. Также новостной такой фон ничего не дает такого положительного. У меня было 2 выходных. Сегодня я, скажем так, отдыхал от выходных, наблюдал за рынком, но была возможность закрыть шортовую сделку по биткоину, которая у меня открыта была перед падением, и я ее на ночь не стал закрывать вчера, поскольку ночью я сплю, а до моей точки выхода, до 98, цена не дошла. Ну и сегодня я опять немножко в просадке в этой сделке. Хотя, если бы я поступил более решительно, закрыл ее, то в целом не пожалел бы я об этом сегодня. Но неважно. Есть у меня, как я говорю, сделка по магику, которая идет в шорт. Вместо 1000 слов лучше один раз показать. В целом по магику, как я и ожидал, идет постоянное снижение с небольшими откатами, отскоками, но, как я это уже наблюдал неоднократно на этой монете, после активного, скажем так, необъяснимого логически роста идет сложный, но постоянный откат. Он, как правило, все равно, скажем так, где-то идут, наверное, фиксации прибыли, и он потихонечку снижается. Начну, похоже, с него пока грузится. Сначала поговорить о биткоине, что у меня была точка выхода из сделки вот здесь, и, как можно видеть, мы всего ничего до нее не достали, там буквально 120 долларов не хватило. Я это видел, наблюдал в моменте вечером перед сном, но не закрывался, и сегодня мы, пока, по крайней мере, проходим вот эту оранжевую отметку, и если закрепимся над ней вот так, то, возможно, пойдем выше. Но, как справедливо отметил наш инопланетный гость, если будут негативные какие-то у нас события, то здесь может быть небольшой выход, потом обратно мы вернулись, и можем еще сходить. Это лучше будет видно на дневном таймфрейме. Значит, дневной таймфрейм у нас здесь, скажем, уровень смены тренда намного выше, поэтому это будет где-то вот здесь дневной уровень в районе 4,8. Поэтому, скажем так, пока мы не достигнем этой лонговую позицию не рассматриваю, если, конечно, кто-то не брал на отскоке при снижении до 98-100, там, по-моему, 98-100 было
с чем-то. А вот что касается именно биткоина, ожидаем какие-то более положительные события. Сегодня не было никаких новостей. Завтра, послезавтра у нас появляются новости, будет Пауэлл выступать, и это вполне может влиять на рынок. Ну и вернемся уже к тому магику, о котором я постоянно говорю. И что в нем хорошего? Хорошего в нем, что ходит он широко, и я этим пользуюсь, но это также и немного недостаток, потому что если не угадал направление, то довольно сложно потом с этим вопросом бороться. Вот то, о чем я говорю, что магик, если уже пошел, то он идет. Вот в данном случае, если рассматривать на часовике, вот тут он даже без подтверждения выбрал из, скажем, нисходящей, сломал нисходящую структуру. Сейчас посмотрю на 4 часах. Ну вот, на 4 часах должно быть еще все спокойно, да, вот этой синей линии, которая у меня отмечена как минимум, а может быть даже и до зеленой, я пока не рассматриваю ничего, скажем так, опасного для своей шортовой позиции. И что касается, если мы берем здесь вот этот вот большой имбаланс, который оставила монета после своего взрывного вот этого роста, то я думаю, что вот здесь будет у нас еще проторговка, где, возможно, я буду рассматривать фиксацию или же, ну, скажем, фиксацию и поход уже в лонговую историю. Ну и, наверное, если мы пойдем еще ниже, то справедливости ради можно сказать, что основная, конечно, цель по, ну, наверное, по Smart Money даже можете написать нам в комментариях, кто хорошо изучает Smart Money, да, вот здесь вот очень хорошая точка входа в лонг была бы на дневном таймфрейме. Значит, линк, давай посмотрим линк на дневном таймфрейме, и коротко сегодня, наверное, я больше ничего бы и не обозревал, поскольку понедельник, и ничего интересного такого и нет. Здесь вот такая, ну, я думаю, что невооруженным взглядом, глазом можно заметить, что вот такая область большой, скажем, ликвидности, которая не пускает ниже, и поэтому, ну, наверное, линк ниже я не ожидаю. Поэтому, если ты шортишь, да, то уже скоро, да, нужно будет, вероятнее всего, остановиться. Ну, а переломным моментом здесь может стать вот это 13200 у нас, если на дневном таймфрейме, либо же вот тут у нас такая более ранняя история 12920. Это что касается, где уже можно перестать рассматривать шорты и потихонечку переходить на лонги. Ну, а на 4 часах это будет немного раньше, на мой взгляд. И сейчас, как экран переключится на 4 часа, я постараюсь сказать тебе, что я думаю о зоне, где линк может уже поменять направление. Но в целом вот сейчас как раз-таки, если биткоин не развернется, то и линк, скорее всего, тоже пойдет к 12900 вот этой линии. Поэтому будешь наблюдать уже, что тебе делать с твоими шортами. Ждем ваших комментариев, лайков, поддержки нашему каналу. Ну и встретимся завтра и посмотрим, что из этого получилось.